Филиппины – страна, знаменитая своей потрясающей природой и дружелюбными местными жителями. Тысячи туристов со всех стран мира ежегодно едут сюда ради пляжного отдыха, походов в горы и на водопады, ради дайвинга и серфинга. Кто-то в отпуск на несколько недель, а кто-то выбрал Филиппины в качестве страны для релокации из-за лояльной визовой политики, теплого климата и веселых и простодушных местных жителей. Помимо своей природы, Филиппины вдруг стали популярны и по другой причине. В последние годы среди мужчин как из западных стран, так и из стран СНГ укрепляется мнение о том, что филиппинские девушки – самые лучшие жены и подруги. И все больше и больше мужчин стали приезжать на Филиппины с конкретной целью – найти себе спутницу. Если вы такого же мнения, то в этом разговорном видео я попробую развеять этот розовый ванильный антураж вокруг вас и расскажу о том, что может ожидать мужчин в отношениях с филиппинскими девушками. Многие мои коллеги по цеху, кто женат на филиппинских девушках или кто в долгих отношениях со своей филиппинской подругой, выступают в роли эдаких экспертов по отношениям. Они рассказывают о том, какие они, эти филиппинки, в отношениях, в быту, в общении и даже в постели. Дают советы по знакомствам и рассуждают на тему разных аспектов, связанных с отношениями. Я не хочу никого обидеть, но, как мне кажется, чтобы рассказывать о чем-то с претензией на экспертность, нужно провести статистические исследования. Любое общество неоднородно. Есть добрые и не очень, вредные и спокойные, воспитанные, хамоватые, веселые и грустные, умные и недалекие. У каждого человека свой характер, свое восприятие мира, свои приоритеты. Да, у каждого народа можно выявить и общие черты. На людей влияет много факторов. Религиозный, культурный, общественный и даже географический. Но чтобы сделать хоть какой-то вывод, чтобы провести хоть какую-то статистику, нужно пообщаться с разными людьми из разных слоев общества, из разных мест и разных возрастов. Тогда картина будет более-менее ясна. Именно поэтому я скептически смотрю на своих коллег, которые экспертно рассуждают об отношениях с филиппинками, имея за плечами лишь только личный опыт общения со своей филиппинской подругой. Я живу на Филиппинах уже 5 лет, и те, кто смотрел мой канал ранее, могли заметить, что я не встречаюсь с филиппинскими девушками долго. По большей части это потому, что я интроверт, и мне просто эмоционально тяжело подолгу находиться рядом с кем-то. Но не хвастовства ради могу сказать, что за 5 лет у меня накопился достаточно большой опыт общения с разными филиппинскими девушками из разных слоев общества, с разным уровнем образования, культуры и достатком. С кем-то я пробовал встречаться, с кем-то дело лишь ограничивалось краткосрочными интрижками, с кем-то мы просто дружили. С несколькими девчонками я общаюсь до сих пор уже несколько лет. Но с еще большим количеством девчонок я просто переписывался на разные темы. С сотнями, а может быть даже тысячей девчонок. Одно время я стал ловить себя на мысли, что стал чуть ли не зависим от переписки с филиппинками. Я брал себе на вечер бутылочку пивка и вместо телевизора просто сидел и чатился с филиппинками. В основном меня интересовало мнение филиппинок на разные темы. Иногда в день активных чатов на моем телефоне было с десяток. У меня достаточно прокачанный аккаунт в Фейсбуке, и там в друзьях и подписчиках уже более 6000 филиппинских девчонок. Так вот, я все это рассказал не хвастовства ради, а чтобы было понятно, что я все-таки могу руководствоваться кое-какой статистикой на основе личного опыта. Действительно, многие филиппинские девушки предпочитают встречаться с иностранцами. Это никакое не заблуждение. И я могу выделить несколько причин для этого. Самая очевидная причина – из-за денег. Никуда материальный и меркантильный аспект в отношениях филиппинка и иностранец не девается. Нашим мужикам не стоит питать иллюзий на этот счет. Кто-то, чтобы выбраться из нищеты. Ну а многие филиппинские барышни здесь просто не особо любительницы работать. В глазах многих филиппинских девушек, особенно тех, кто из провинций, вы уже успешен и обеспечен, раз смогли позволить себе купить билет и прилететь сюда. Большинство же из них себе такого позволить не могут. В своих чатах я много раз спрашивал местных филиппинских девушек, почему они предпочитают встречаться с иностранцами, а не с филиппинскими парнями. И, разумеется, никто никогда открыто не ответил, что из-за денег. Нет, в основном говорили, что иностранцы такие красавчики, что они такие интересные и заботливые. Но кто-то и признавался, что в отношениях с иностранцами они ищут стабильность и протекцию. И это уже больше похоже на правду. Среднестатистические филиппинские мужики, не все, но в большинстве своем, особенно те, что живут в провинциях, жуткие распиздяи. Они живут одним днем и особо не загадывают на будущее. Мы же, в свою очередь, привыкли строить долгосрочные планы, к чему-то стремиться, чего-то достигать. И филиппинская девушка, конечно же, это увидит и будет с нами чувствовать себя немножко увереннее в завтрашнем дне.
Следующая причина, почему филиппинки предпочитают встречаться с иностранцами, это некая статусность. Тут, на Филиппинах, для местной девушки пройтись за ручку с иностранцем по деревне то же самое, что для нашей красотки пройтись последним айфоном. Это круто, понтово, почетно. На Филиппинах, да, я думаю, как и у нас, в обществе присутствует некий трепет перед иностранцами с более успешных стран. При этом никакие моральные, этические и культурные скрепы в филиппинском обществе в большинстве случаев не сдерживают межнациональные отношения. И если в соседних странах Азии с более глубокой традиционной составляющей общество порицает такие союзы, то на Филиппинах, которые много лет были колонией Испании, а потом Америки, общество не то что нейтрально относится к межнациональным союзам, а наоборот, даже их поощряет. Например, в семьях с юношества родня может наускивать девочку в форме шуточек и прикольчиков, что неплохо было бы выйти замуж за иностранца. Еще одна причина, по которой филиппинки хотят встречаться с иностранцами, из серии конспирологических теорий. Ей со мной поделился один мой знакомый, и мне кажется, есть нерациональное зерно. Филиппинцы любят заводить большие семьи, когда 10 детей в семье и больше считается нормой. И последствием этого стало повальное, неосознанное кровосмешение. Представьте себе ситуацию, что мальчик и девочка живут в одной деревне и полюбили друг друга. У них родился ребенок, и они даже не подозревают о том, что являются родственниками. Отсюда, кстати, у филиппинцев много генетических отклонений, типа кривых зубов, родинок и неестественных пропорций тела. Так вот, именно поэтому даже на уровне каких-то инстинктов у многих филиппинских барышень интерес к приезжим. А многие девушки уезжают в поиске отношений на другие острова. Действительно, нам, приезжим на Филиппины иностранцам, местные девушки дают скидку на наш возраст, внешность и размер кошелька. Парень с незаурядной внешностью, например, такой, как у меня, в глазах филиппинских девчонок вдруг оказывается красавчиком. Парень со средненькой зарплатой вдруг оказывается богачом. А с мужиком за 50 будет запросто встречаться 20-летняя девчонка, и ничего зазорного в разнице в возрасте ни она, ни общество не увидит. На Филиппинах говорят, что возраст – это всего лишь цифры. А еще на Филиппинах что-то типа культа отношений. Вся эта любовная любовь, сердечки, цветочки и конфеточки. Такое ощущение, что всем жителям страны по 14 лет. Совокупность этих факторов привела к тому, что мужики, как правило, те, кому за 40 и в разводе, кто полностью разочаровался в отношениях с противоположным полом в своей стране, поехали на Филиппины в надежде начать жизнь и отношения заново. Но не стоит думать, что на Филиппинах вы будете белым принцем, а все местные красотки будут бросаться в ваши объятия. Во-первых, потому что филиппинские девушки уже давно прочухали, что в западных странах на них появился спрос. А значит, и им дали возможность выбирать. Ну а во-вторых, на себя тоже следует адекватно взглянуть со стороны. Если у вас были проблемы в личной жизни у себя в стране, то не стоит удивляться тому, что, приехав на Филиппины, вместе с собой у себя в голове вы притащили и свои проблемы. Легко начать встречаться с филиппинкой из-за тех скидок, которые они дают иностранцам. Но когда букетно-конфетный период закончится, ваши отношения с филиппинкой будут мало чем отличаться от отношений с девушкой в вашей стране. И те проблемы, которые были у вас в отношениях в вашей стране, будут потихоньку вылазить на поверхность. А еще за 5 лет я не раз видел наших мужиков из серии «Сейчас приеду на Филиппины, найду себе 18-летнюю девственницу и воспитаю под себя». А самому за полтинник плешивый пузан по-английски и 2 слов связать не может, а в кармане 3 рубля. Абсолютно мерзкий типаж. Я их называю педофил-воспитатель. Им бы закон разрешил с 14 лет, они бы и 14-летних искали. Во все времена и во всех странах мужчина, чтобы заполучить женщину, должен обладать либо деньгами, либо привлекательной внешностью, либо определенной харизмой. Барышни падки либо на владельцев упругих кошельков, либо на красавчиков, либо на умных и харизматичных ребят с хорошим чувством юмора. И Филиппины не исключение. На себя адекватно посмотрите со стороны. А что с бабками? Как выглядите? Сможете ли интересно общаться? Сможете рассмешить свою филиппинку? Несмотря на все скидки, которые филиппинская девушка даст иностранцам при знакомстве, если вы не обладаете ни одним из этих 3 качеств, то и на Филиппинах вам не светят нормальные отношения. Не стоит питать иллюзий на этот счет и строить из себя мачо. Судя по комментариям, многие убеждены, что филиппинки не пьют и не курят, что они верные до гроба, что ценят семейные ценности, а мужчину почитают и уважают. И именно поэтому они лучшие в мире жены. You know, watch your mouth. Ну да. Ну, во-первых, все люди разные, и такие тут тоже есть. Но я вам со всей уверенностью могу сказать, что здесь таких девушек намного меньше, чем вы об этом думаете.
Как сказал герой одного из моих предыдущих видео, филиппинки очень легко жонглируют серьезными понятиями, такими как любовь, дружба, отношения. Для них признаться в любви уже на втором, а то и на первом свидании ничего не стоит. А переспать для них все равно, что в носу поковыряться. Поэтому действительно верные филиппинки – это большая редкость. И да, я считаю, что наши девушки гораздо вернее. Наших девушек все-таки сдерживают моральные факторы и общественное мнение, и рассудительность у наших девушек на порядок выше. Филиппинцы живут одним днем, и что будет завтра, их мало волнует. Они очень легко и просто переключаются. Сегодня она всем сердцем любит вас, а завтра уже кого-нибудь другого. Это отчетливо видно по их социальным сетям. Сегодня филиппинская красавица признается в любви и постит фотографии и сердечки в сторис у себя на страничке с одним парнем, а завтра уже с другим. Ну и спрашивается, куда же делась-то вся твоя любовь за столь короткий срок? А знаете, как они оправдывают измены? Ну, мой парень же сейчас не здесь, он уехал. Или, ну, мы с моим парнем вчера расстались, поэтому конкретно этим вечером я была свободной девушкой. Ну, а на следующий день мы с моим парнем помирились и снова стали вместе. Поэтому это не считается, это не измена. С их собственных слов они там все монашки и никогда не изменяют. Не ведитесь на эту чушь. Есть у меня одна знакомая филиппинская девушка, ей уже за 30, у нее высшее образование, хорошая по филиппинским меркам работа в крупной компании, да и в кругу друзей она всегда позиционировала себя как воспитанная на семейных ценностях, умная, благородная девушка. Не чита с ее слов всем этим шлюхам из баров. Уж она-то точно будет и верной, и заботливой, и достойной спутницей. Так ее парень, кстати, тоже наш соотечественник, до сих пор и думает. Но в один момент ему на несколько месяцев по работе пришлось уехать домой. А когда он вернулся, то не смог пройти в дверь. Огромные оленьи рога препятствовали прохождению в дверной проем. Город-то у нас маленький, мы все про всех знаем, кто, когда, с кем. Но ничего, так и живут вместе, свадьбу вон уже планируют. Парень до сих пор думает, что его будущая жена самая верная на свете, но так и не понимает, почему у него теперь проблемы с прохождением в дверные проемы. Большинство филиппинок самые верные на свете, либо пока они находятся в поле вашего зрения, пока она с вами, либо потому, что в ее деревню за время вашего отсутствия не приехал другой иностранец. Еще важно добавить, что в последнее время среди филиппинских красоток распространилась мода на папиков, так называемых sugar daddy, вместе с осознанием этими самыми красотками, что в западном мире на них появился спрос. А наивные американские деды готовы сотни, а то даже и $1000 платить ежемесячно за общение с филиппинскими девушками, которых иногда даже не видели в глаза лично. Такое, назовем это общение, предел мечтаний многих филиппинок. Еще огромное заблуждение думать, что филиппинки не пьют и не курят. Ага, конечно, многие заливаются только в путь. Я за 5 лет всякого насмотрелся. Филиппинцы вообще очень пьющая нация, так что это тоже миф. Но еще хочу упомянуть моду многих филиппинских барышень на безвкусные, уродливые тату. Такое ощущение, что на всю страну каталог с эскизами состоит из одной странички. Какие-то у всех одинаковые змейки между сиськами, да бабочки, будто их всех клеймили одним клеймом. Очень условно я могу выделить 3 вида отношений с филиппинками. Это отношения с барными девицами, с провинциалками-колхозницами и с городскими девчонками. Проводить время с барными девицами, с тусовщицами легко и беззаботно. Они, как правило, обитают в разного рода питейных заведениях, где много туристов и иностранцев. Угостив ее парой коктейлей и покривлявшись с ней на танцполе, она легко останется у вас ночевать в первый же вечер знакомства. Они пьют, многие курят, их тело покрыто теми самыми безвкусными татуировками, а все разговоры – это жопно-сортирные шуточки, либо разговоры про бывших. Все, что им зачастую нужно, это потусить за ваш счет. Ничего серьезного с этими девицами у вас не получится. А в баре, в котором вы ее сняли, в это же самое время было 5 или 6 парней, которые на прошлой неделе, либо даже на этой неделе чуть ранее, были на вашем месте.
Такие девчонки смекнули, что когда турист приезжает в отпуск на несколько недель, он особо не думает о тратах. Он живет в резортах с бассейном, путешествует по островам, питается в ресторанах и посещает разные интересные места и активности. И она на эти несколько недель становится вашим курортным романом. За ваш счет она веселится в резортах, кушает вместе с вами в ресторанах и барах, путешествует по островам за ваш счет. А когда вы уезжаете, она возвращается в тот самый бар, где вы с ней познакомились, и приклеивается к следующему туристу. Такой вот образ жизни. Можно девушку забрать из бара, но выветрить бар из девушки удастся едва ли. Рано или поздно она все равно вернется в бар. Следующий тип отношений – это отношения с деревенскими девчонками или с колхозницами, как я их называю. Это молодые наивные девушки, живущие либо в горах, либо в глухих деревнях. Они плохо говорят по-английски, потому что, возможно, даже и школу не закончили. Всю свою жизнь они занимаются тем, что помогают родителям либо с готовкой, либо с хозяйством, либо с уборкой. Она с радостью переедет к вам жить, будет заботиться о вас, будет постригать вам ногти на ногах, будет чистить вам уши ушной палочкой. В общем, будет любить вас, ну или кого-нибудь другого. Ей, как правило, не очень принципиально, кого любить, лишь бы выбраться из того болота, в котором она находится. Она будет вам верна, ровно до тех пор, пока вы находитесь в поле ее зрения. Как только вы пропадете из поля ее зрения, она тут же всем сердцем начнет любить следующего иностранца, лишь бы только не возвращаться в родительский дом. Чтобы забрать такую девушку из родительского дома, зачастую приходится договариваться с ее семьей. А те, в свою очередь, попытаются продать дочку как можно дороже. Не за 3 мешка риса, а за 4, например. Как правило, именно девушки этой категории из-за своей наивности и неразборчивости становятся жертвами тех самых престарелых любителей воспитывать малолетних девственниц. Такие девушки обычно уж очень недалеки, и все ваши разговоры с ней будут сводиться к обсуждению того, что она будет кушать на ужин вместе с рисом. Вам наскучит жить с такой девушкой очень быстро. А из-за того, что они не особо-то за собой следят и, сменив свой скудный деревенский рацион на нормальный в вашем доме, такие девушки очень быстро потеряют привлекательность. Ну и третий вид отношений с филиппинками – это отношения с городскими девчонками. Если уж вы твердо решили вступить в отношения с филиппинкой, то девушки из этой категории, на мой взгляд, наиболее перспективны для отношений. Это студентки вузов или девушки с высшим образованием, работающие в офисах разных компаний. Они умны и следят за собой. Круг их интересов простирается далеко за пределы куска курицы, который она сегодня вечером будет жарить на ужин в дополнение к рису. А их хобби простираются за пределы съемок тиктоков. С ними интересно общаться, они хорошо говорят по-английски, они хорошо выглядят. Но, как правило, они знают себе цену и не являются легкой добычей. Я много раз убеждался, что наиболее интересны для отношений те филиппинки, которые изначально в вас никак не заинтересованы. Которые изначально отказываются идти с вами на свидание, ссылаясь на занятость. Которым вы изначально не особо-то и интересны, ведь свою учебу или работу она ставит в приоритет интрижкам с иностранцами. Которую нужно добиваться точно так же, как вы делали это в своей стране. Чтобы начать встречаться с такой девушкой, вам придется постараться, проявить себя, показать, чего вы стоите. Но усилия окупятся. Если же вас все-таки угораздило вступить в отношения с филиппинской девушкой, то некоторые моменты вполне могут вас удивить. Филиппинские девушки, как правило, не следят за собой так, как это делают наши девушки. Например, большинство не удаляют волосы на ногах. Повезет, если у вашей филиппинской спутницы будет от природы немного растительности. Но я очень часто видел такую картину. Едешь в маршрутке, напротив садится юная филиппинская красавица в коротком платьице, вся такая милая, такая красивая. А когда взор опускается на ее ноги, там уж, извините за подробности, волосатые ноги, как у кавказца, сразу вся ее милота улетучивается в момент. Ты уже сидишь и думаешь, как бы ее теперь развидеть. А еще филиппинские девушки редко пользуются косметикой, в основном только для каких-нибудь мероприятий, типа выпускного в колледже. Редко следят за бровями и за кожей. Живя с филиппинкой, вы можете столкнуться с таким явлением, как я его называю, бытовой тупизм. Беззаботность у филиппинцев в крови. Они всегда живут только настоящим и не особо обладают перспективным мышлением. Например, попросите филиппинскую подругу поставить чайник. Она поставит пустой чайник на огонь и через полчаса даже и не вспомнит, почему этот чайник не свистит. Ну а что, сами виноваты, надо было конкретизировать запрос. Не просто поставь чайник, а проверь, есть ли в чайнике вода. Если нет, налей туда воды, а уже потом поставь на огонь. Так было бы правильнее. Это, кстати, реальный пример от подписчика, женатого на филиппинке. Или не клади телефон в задний карман. Забудешь, сядешь, сломаешь телефон. Поняла? Поняла. Через 2 часа минус телефон.
В большинстве случаев все ваши разговоры будут сводиться к обсуждению того, что вы сегодня вечером будете кушать на ужин. Особенно это касается отношений с провинциальными деревенскими филиппинками. Я не знаю, как вам, но мне бы такой быт очень быстро наскучил. Повезет, если и вы, и ваша филиппинская подруга хорошо говорите по-английски, и у вас есть какие-нибудь общие интересы. Тогда и сериальчик можно вместе посмотреть, и обсудить какие-нибудь события. Но что, если вам за 50, и вы не говорите по-английски? А вашей филиппинке едва за 20, и она тоже не особо говорит по-английски. Как вы будете жить? Как вы будете общаться? Кекс очень быстро отойдет на второй план, а быт выползет на первый. И что тогда? Филиппинки неимоверно обидчивы и мстительны. Она запомнит любую ссору, даже незначительную, и во время последующих будет припоминать. А вот помнишь, год назад во время нашей ссоры ты сказал то-то и сделал так-то. Они очень злопамятные и не упустят возможность отомстить. Даже обычная бытовая ссора в некоторых случаях может стоить вам кругленькой суммы денег или даже свободы. Помимо обидчивости и мстительности, филиппинкам также присуще и ябедничество. А ябедничать они бегут, как правило, либо в полицию, либо родственникам, а те уже в полицию. И вот вы уже абьюзер. Это у нас наорали друг на друга и забыли. С филиппинкой же такой формат не работает. Bye-bye. Филиппинки чрезмерно ревнивы. Она может выклевать вам мозг из-за абсурдных вещей. Например, за то, что вы поставили лайк кому-нибудь в социальных сетях, либо потому, что улыбнулись продавщице на кассе в супермаркете. И попробуй ей потом объяснить, что ты лайкнул фотку своей сестры. Ревность на каком-то диком, бессознательном уровне, когда здравомыслие уходит не то что на второй, а куда-то на пятый план. И еще учтите, встречаясь с филиппинкой, вы автоматически начинаете встречаться со всеми ее многочисленными родственниками. Вам автоматически теперь нужно скидываться на подарок на день рождения для каждого из 50 ее кузенов. А ваши новые филиппинские родственники могут без предупреждения нагрянуть толпой в гости в ваш дом, спать там на полу несколько дней, подъедая ваши запасы еды. Встречаясь с филиппинкой, лучше, конечно, чтобы ее родня жила на другом острове. Филиппинцы социально зависимы. Общение со своими для вашей филиппинской девушки будет такой же потребностью, как потребность в еде или воздухе. Если у вашей филиппинки рядом не будет подружек или родственников, с кем бы она могла общаться, она залюбит вас до смерти. Она заберет 100% вашего внимания и не оставит вам ни секунды на себя. Думать, что отношения с филиппинской девушкой какие-то особенные, мне кажется заблуждением. Отношения, они и есть отношения. А что думаете вы? Напишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели это видео. Если не трудно, поддержите его своим лайком, комментарием и подпиской на канал. Всем спасибо и всем мира. Тысячи туристов со всех стран мира едут сюда ради... Зачем они сюда едут? Хвастаться. Но кто-то и признавался, что в отношениях с иностранцем они ищут протекцию и заботу. Протекцию и стабильность там было. Поэтому действительно верные филиппинки – большая верность. Редкость, блядь. В кругу друзей она всегда позиционировала себя как воспитанная... Огромные оленьи рога препятствовали прохождению в дверной район. Район, блядь. Еще важно отметить, что в последнее время среди филиппинских красоток такое ощущение, что во всех тату-салонах страны каталог с эскизами состоит, блядь.